Всем привет, кто пришел. Возник в этом месяце такой вопрос на базе, а что такое перспективная сетка и как ее использовать, и надо ли ее использовать, вообще для чего она нам нужна. В рисунке обычно используется условная перспектива. Когда мы рисуем глобальный сложный арт, очень много времени может занять просчет прям точной перспективы до пикселей. Но это довольно трудоемкая задача, и поэтому обычно все рисуют именно условную перспективу. Она довольно проста в освоении. Например, мы следим за тем, чтобы то, что стояло ближе к зрителю, например, ближняя сторона или ближняя грань, чтобы она всегда была больше, выше, длиннее, чем дальняя. Поэтому мы всегда следим. То, что ближе, то больше, то, что дальше, то меньше. Это вот такая вот условная перспектива. Вообще перспектива-то она разная бывает. Мы сейчас будем говорить о самой такой стандартной для предметов с двумя точками схода. Я тут скачала сетку. Да, мы ее посмотрим и разберем. Двухточная перспектива означает, что на линии горизонта присутствуют сразу две точки схода. И линии, идущие от точек, показывают, на что нужно обращать внимание, чтобы сохранить по имитацию этой перспективы. Направляющие помогают взгляду зрителя переходить от одной части изображения к другой. Вообще, как к этому вопросу подходить. Это наша линия горизонта. Возможно, вы это все уже знаете, но повторить будет не лишним. На линии горизонта наш глаз находится, где-то так. Зритель находится здесь. Например, мы хотим, так как все предметы в мире можно разбить на простые формы, на примере простой формы лучше всего показывать эту сетку. Чтобы нарисовать, скажем, куб, надо просто взять и выбрать любую понравившуюся вам линию, если нет какой-то специфической задачи, и начать проводить линии. Что-нибудь поярче выберем, чтобы было понятнее. Провели. В принципе, длина может быть любой. Это зависит от вашего предмета, что вы рисуете. Сейчас я ничего не рисую, поэтому все размеры беру просто от балды. Вертикальная линия тоже ограничена вашей фантазией. А вот дальше надо быть внимательным. Наша вертикальная линия остановилась вот здесь, видите, на вот этой вот линейке. Это значит, что в принципе мы можем простроить условно по этой линии провести и вот здесь поставить точку. То есть наша перспектива, вот она уходит сюда. Если мы будем проводить линию, то нам надо проводить именно по этой линии. То есть ни сюда, ни как-то иначе, а вот именно по этой линии. И здесь, соответственно, тоже строго с этой точки двигаемся вверх. Мы получили одну сторону. Абсолютно рандомная величина. Дальше поднимаем наверх нашу линию. И опять же строго вот здесь мы остановились, двигаемся по линии, хоп, наша точечка. Что происходит с задней частью? Вот наша точка находится где-то между этой и этой линией. Нам надо в среднем провести как-то линию по центру. Провели. И с этой точки она между этой и этой. Также проводим. Мы получили фигуру. Если мы нашу сетку отключим, то вот наш предмет. Обратите внимание, что мы видим верхнюю плоскость вот здесь. Частая проблема. Перспектива была взята резкая, и она сломала форму. Есть такой момент, что когда перспектива очень резкая, форма предмета искажается. Поэтому, когда мы пользуемся сеткой, нужно брать максимально спокойные искажения. То есть лучше приблизить нашу сетку или, например, увеличить ее в размерах и работать уже вот с небольшими искажениями. Вот мы находимся, вот точка находится между этой полосочкой и этой полосочкой. Чем ближе мы будем подходить к линии горизонта, тем будут меньше искажения. То есть если мы будем рисовать здесь, то вот эти две линии, да, трехмерность, уже трехмерное изображение. Да? Чем ближе к линии горизонта, тем вот эти линии будут больше и больше сходиться в одну. Пока в какой-то момент наш предмет не превратится во что-то подобное. То есть вот у него будет практически ровное основание. То есть когда вы рисуете предметы по этой сетке, вы можете себе облегчить задачу. Вот наш глаз, да, находится. Либо он смотрит на нижнюю плоскость предмета. И вот мы видим у этой фигуры, мы не можем никак увидеть, что у нее происходит сверху. Это от нас скрыто, мы не знаем. Зато мы можем увидеть, что происходит снизу. Здесь же наоборот. Мы видим верхнюю плоскость, но низ мы никак на него посмотреть не можем. Он от нас скрыт. Очень часто предметы изображают таким образом.
если вы начнете разбирать перспективу пропсов. То есть редко, когда это именно в какой-то одной стороне происходит. То есть растягивает между первой и второй. Явно эта грань, эта сторона, вот, она ближе к зрителю, и она явно больше, выше, чем дальняя. Если мы ее скопируем, поставим рядом, мы видим, какая огромная разница. То есть, в принципе, можно было сетки всякие не ставить, а просто сделать имитацию. Сделать переднюю грань большую, высокую, а заднюю поменьше. И, например, вот практически на линии горизонта находятся линии. Мы можем скопировать, так, и проверить. Видите, даже здесь, хотя визуально они почти одинаковые, но все равно разница колоссальная. Очень часто бывает у начинающих художников, что линии либо одинаковые, и тогда перспектива перестает работать, а скорее получается что-то изометрическое, либо вообще меньше, и тогда мы имеем дело с обратной перспективой, которую, лично в геймдеве я не знаю, как ее применять, не приходит мне таких идей. Так что, в принципе, да, можно обойтись без сетки. Можно с сеткой, если сначала вам тяжело. Резонный вопрос, наверное, в том, что мы же не рисуем эти кубы, да, с кубами там все понятно. Мы же рисуем сложные формы. Что же с ними делать? Как же их располагать? Вот как это все реализовывается? Если вам нужна помощь в изучении CG-рисунка и вы хотите заниматься с преподавателем, для тех, кто много рисует и хочет получать ежедневный фидбэк, возможность такая есть. Кликайте по ссылке под этим видео и записывайтесь на обучение базе с практикующим CG-художником. Значит, мы будем говорить о формах в первую очередь. И когда человек начинает, в принципе, с формами работать, у него малая насмотренность, небольшая визуальная база, и ему очень сложно оторваться от референса. Я даже не говорю о том, чтобы рисовать из головы. Это вообще требует многих лет практики. А вот даже простой предмет, например, такой камин, нарисовать в другом ракурсе довольно сложно может быть. Более того, бывает сложно даже скопировать даже с референсом. Итак, первый этап, с которым сталкивается художник, внимательный разбор референса с целью понять, с какими формами он имеет дело. Здесь, конечно, все очевидно, и мы можем сказать, что это то же самое, что мы сейчас рассматривали в перспективной сетке. Да? Вот, грубо говоря, аналогично. Еще и фотография довольно удачная, здесь все хорошо видно, все чувствуется, и даже перспектива работает. Эта сторона в перспективе, эта сторона в перспективе. А что с ногой происходит? Она ведь тоже попадает под эту сетку, условно говоря, которую мы видели. У нас есть форма этой брони. Это уже выглядит посложнее, чем печка, да, уже нет каких-то очевидных вещей. Но, тем не менее, вы всегда можете сесть и подумать, из чего она тут состоит. Просто даже поверх взять и нарисовать какие-то вещи. Раз вы нарисовали и увидели, что, в общем-то, куб из этого можно изобразить. Здесь идет какая-то составная форма. Здесь вы можете и ошибаться, и какие-то формы изобретать, потому что это только для вас, то есть для вашего удобства. Вы должны что-то хотя бы в нем увидеть и понять. Вы разобрали, посмотрели, что оно имеет объем, что это не просто какая-то картонка. Мы все предметы воспринимаем вот так. Соответственно, у нее есть вот эта обязательная сторона, вот эта обязательная сторона, вот это. То есть что-то разобрали, что-то поняли, кто что смог, кому что позволил его навык на текущий момент, что еще, на что еще можно обратить внимание. Помним все нашу перспективную сетку. И помните, я говорила, что на линии горизонта искажение направлений этих сторон, оно практически сводится к нулю, и линия у нас становится прямая. То есть мы можем увидеть, что вот эта боковая часть, она, в общем-то, прямая практически, да, можно даже прямую линию начертить. А здесь, наверху, вот здесь, смотрите, передняя часть, она выше, чем задняя. И мы опять приходим к тому, что то, что у нас ближе к зрителю, то больше, выше и так далее. То есть мы вот видим уже прекрасно, что вот он, наш прямоугольник, грубо говоря. Соответственно, и все направляющие линии по форме, они тоже будут идти вот так, по форме. Если, например, я попытаюсь сейчас направляющую линию провести с шрифтом, то есть прямую линию, посмотрите, как это будет выбиваться. Вообще. Это, кстати, к вопросу о том, можно ли использовать шрифт. Да, в принципе, можно, только вы его редко когда сможете использовать, потому что в перспективе вот таких прямых линий их практически никогда не бывает. Большая редкость, может быть, какие-то здания, когда рисуем. Вот вы разобрали эту форму, примерно продумали, как этот предмет расположен в пространстве. У вас хоть есть какое-то сложилось представление, и вы можете начинать работать с сеткой. Тут можно даже не изобретать чего-то нового.
Можно поставить прямо на линию горизонта начать, либо мне хочется чуть его спустить вниз. Пусть вот отсюда начинается условно. Раз, и здесь пусть заканчивается. Вот мы здесь закончили. Линия. Линия. Ну да, где-то так. Дальше вот эта часть идет. Толщина должна быть. И вот тут вы уже начинаете тоже разбивать какие-то вещи. И начинаете усложнение. И таким вот образом простраиваем все эти вещи. У нас получается объемный предмет, а не просто копирка фотографий. Обратите внимание, мы видим верхнюю часть, верхнюю плоскость доспеха, а здесь мы ее уже не увидим, потому что, мы видим только низ. То есть мы увидим вот тут, что происходит, да? Видим вот здесь, что происходит внутри. Но что происходит вот здесь, мы уже не знаем, потому что мы выбрали такое положение, такое пространство. Хорошо это или плохо, это зависит опять же от целей вашего проекта, от задачи, которая перед вами стоит. И тут сразу хочу сказать, что есть классное упражнение, которое прокачивает ощущение формы, пространства. Это, например, сделать копию доспеха, просто рядом скопировать линиями, потом пытаться поменять ракурс, например, развернуть и нарисовать этот же доспех со спины или там сверху, сбоку. Тут нельзя не сказать о такой вещи, как референсы и натура. Почему, да, опять же, классно, когда у тебя есть натура, но в нашей ситуации, да, у нас дома не музей, поэтому что делать, если, например, вот такой картинки нету, а есть только вот такая? Что тут происходит сбоку? Вообще непонятно. Мы ищем дополнительные референсы, чтобы узнать, что там у подобной брони дальше происходит, чтобы развернуть, чтобы сделать из двухмерной картинки вот этой что-то из разряда имитацию трехмерной. Помните, что когда мы говорим о перспективе в рисунке, мы говорим не о какой-то суперточной науке. Не путайте это с начертательной геометрией. Это разные вещи. И мы не преследуем здесь цели в конечной точке сделать абсолютно достоверное изображение. Наша задача сделать имитацию. Вообще перспектива для художника — это такой инструмент, который помогает обмануть зрителя. Сделать имитацию окружающей реальности. Это означает, что если вы допустили какие-то минимальные ошибки, а вы их допустите, потому что вы не будете все время рисовать с перспективной сеткой. Перспективная сетка нужна для того, чтобы понять принцип и поймать это нужное ощущение предметов в пространстве. Но дальше вы от нее будете отказываться. И как только вы почувствуете эту силу, что вы можете уже рисовать и пробовать себя без перспективной сетки, вы сразу должны от нее потихоньку уходить и рисовать уже интуитивно и развивать в себе все это интуитивно. И если кто-то думает, что освоение перспективы — это абсолютно идеальное воспроизведение каких-то чертежных моментов, то нет, это не об этом. Это базовая информация по перспективной сетке и простой перспективе с двумя точками схода. Этого будет вполне достаточно начинающему художнику для первого погружения в пространство и перспективу и для первых манипуляций с формой. Существуют и другие перспективы, четырехточечные, пятиточечные перспективы. Я думаю, многие слышали про рыбий глаз тот же самый. Все они работают по тому же принципу, что и двухточечные. Используются от случая к случаю, когда этот технический прием может лучше обыграть идею художника, сделать эту идею выразительнее. Ну а у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте поставить лайк, если видео вам было полезным, понравилось. Это важно для алгоритмов YouTube, а мне просто приятно. Пока-пока.